Как получить красивое размытие фона при съемке даже на обычный объектив? От чего зависит глубина резкости и как ей управлять? Сейчас я расскажу все хитрости этого свойства оптики, и вы сможете стабильно и предсказуемо размывать фон. Меня зовут Станислав Самойлик, я профессиональный фотограф и преподаватель школы академической фотографии. Итак, все видели красивый размытый фон с кружочками в кино, на фотографиях. Такие снимки могут подчеркивать глубину кадра и объемы объекта. Но как же этого эффекта добиться? Многие думают, что это последствия обработки, и действительно, при обработке можно получить нечто схожее, но настоящее размытие объектива выглядит зачастую гораздо лучше. Начинающему фотографу без познаний, от чего именно зависит глубина резкости, сложно проанализировать все свои снимки и понять, от чего зависит это размытие. Один раз оно получается, а другой раз нет. Есть 4 фактора, которые влияют на красиво размытый фон. Давайте их разберем. Узнав о всех, вы сможете выбирать самые оптимальные для себя или совмещать их все. Первый важный фактор, который влияет на размытие заднего плана, это значение диафрагмы вашего объектива. Именно поэтому, когда к китовому объективу с диафрагмой 3, 5, 5,6 вы покупаете полтинник 1,8, каждый фотограф в восторге и начинает на него только и снимать, размывая все, где нужно и не нужно. Я сегодня выбрался на улицу, чтобы сделать снимки с примерами. Вот у нас стоят баночки. С фоном где-то вдалеке фонарики. Обратите внимание, насколько более резким становится фон с увеличением диафрагмы. Я специально использовал с самой открытой диафрагмой значение 5,6. Именно такой показатель у большинства объективов, которые идут в комплекте с камерами. То есть здесь не что-то сверхъестественное. Стоит обратить внимание, что я не пользовался зумом, не перемещался относительно объекта съемки. Вывод. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости будет шире, а чем больше диафрагма открыта, тем фон будет более размыт. Второй параметр, от которого зависит размытие, это фокусное расстояние, то есть зум. Чем оно больше, тем глубина резкости меньше. Я попытался сохранить пропорции в кадре наших банок с напитками, при этом использовал зум. На примере написал, при каких фокусных расстояниях что получается. Выходит, что зумируя по-разному размывается фон. При том, что везде использую одну и ту же диафрагму 5,6. Третий параметр, который очень сильно влияет на размытие, это расстояние до объекта. Чем ближе от вас объект, который вы снимаете, тем сильнее фон размывается. Вы даже можете этот эффект увидеть на примере своего собственного зрения. Поставьте близко руку перед глазами и отводите, фокусируясь на руке. Боковым зрением вы будете видеть разницу. Вот объектив работает примерно так же. Поэтому, когда у вас на открытой диафрагме и с зумом очень здорово размывается, например, фон при съемке крупного портрета, снимая человека в рост, вы такого размытия уже не получите. Подытожим. Как получить красиво размытый фон даже на стандартный объектив? Располагаться ближе к объекту, например, снимаем крупный портрет. При этом открываем максимально диафрагму и максимально увеличиваем фокусное расстояние. Еще помним, что пространство размывается перед и за вашим объектом. Поэтому если фон у вас будет глубоким и за объектом вдалеке что-то будет, тем заметнее будет эффект. А если станете вплотную к стене, то чуда ожидать не стоит. И еще один, 4-й параметр, который влияет на глубину резкости. Это размер матрицы вашей камеры. Чем она меньше, тем глубина резкости шире. Поэтому на телефоне все такое резкое, если не включать, конечно, программные эффекты размытия. На полном кадре, опять же, пластика и размытие будет сильнее. Но все очень зависит от того, как вы используете первые 3 фактора. Я, например, все снимаю на кроп и не слишком уж большую резкость получаю, не жалуюсь. Обязательно ставьте лайк, если видео было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю о фото и видеосъемке и немного о путешествиях.